Здравствуйте, друзья! Стихия не знает отдыха, она обрушилась сразу на несколько континентов. Землетрясения, штормы, извержения и наводнения – все это происходит буквально каждый день. Природа будто сражается за свое место, разрушая, сметая и переписывая карту планеты. И сегодня мы посмотрим, как она делает это снова. Предлагаю начать сегодняшний выпуск с Тайваня, где произошло сильное землетрясение. – 27 декабря в 23:05 по местному времени у северо-восточного побережья Тайваня произошло мощное землетрясение. Геологическая служба США оценила магнитуду подземных толчков в 6,6, в то время как Центральное метеорологическое управление острова присвоило событию магнитуду 7. Эпицентр располагался в морской акватории примерно в 32 километрах к востоку от прибрежного города Илань. Очаг залегал на глубине около 70 километров. Интенсивные колебания ощущались на всей территории Тайваня, особенно сильно в Тайбэе и Новом Тайбэе, где высотные здания раскачивались в течение почти минуты. Несмотря на значительную силу землетрясения, сообщений о серьезных разрушениях или человеческих жертвах на данный момент не поступало. В округе Илань были зафиксированы временные перебои с электроснабжением, более чем 3000 домов остались без света. В целях безопасности работа метрополитена Тайбэя была временно переведена на пониженный скоростной режим, а в Гаосюне движение скоростных поездов кратковременно приостанавливали для проверки путей на повреждения. Специалисты предупредили жителей о возможности сильных авторшоков в ближайшие дни. Это событие стало вторым крупным сейсмическим инцидентом на острове за неделю после землетрясения магнитудой 6,1, произошедшего в минувшую среду. На полуостров Камчатка обрушился мощный тихоокеанский циклон, принесший с собой ураганный ветер и экстремальные осадки в виде мокрого снега. Основной удар стихии пришелся на южные районы края, включая Петропавловск-Камчатский, Елизовский и Усть-Большерецкий районы. Скорость порывов ветра в прибрежных зонах достигала 25-30 метров в секунду. На восточном побережье высота штормовых волн поднималась до 8-9 метров. По данным метеостанции в Петропавловске-Камчатском, всего за одни сутки высота снежного покрова в краевой столице увеличилась на 25 сантиметров, а общее количество выпавших осадков превысило 50 миллиметров, что составляет значительную часть месячной нормы. Разгул стихии привел к масштабному транспортному коллапсу. Из-за метели и нулевой видимости на дорогах только за 2 часа было зафиксировано более 20 крупных ДТП. Власти были вынуждены полностью приостановить движение пригородных автобусов и закрыть несколько ключевых участков региональных трасс. Главный аэропорт полуострова в Елизово работал по фактической погоде, что привело к массовым задержкам и отменам межрегиональных рейсов. В Петропавловске-Камчатском занятия в школах были отменены. Обильные осадки и положительная температура спровоцировали резкое повышение лавинной опасности в горных массивах, о чем экстренно предупредило региональное управление МЧС. К ликвидации последствий циклона привлечено более 100 спасателей и 80 единиц спецтехники. Полное восстановление транспортного сообщения планируется начать сразу после стабилизации погодных условий. Водителям настоятельно рекомендуется отказаться от поездок на личном транспорте. В субботу в Якутске произошла трагедия на реке Лена, унесшая жизни 2 человек и приведшая к экстренной госпитализации 5 пострадавших. Утром 23-летний водитель минивэна Toyota Estima, занимавшийся частным извозом, выехал на лед в несанкционированном месте в районе сточных вод протоки, где толщина ледового покрытия была критически малой. В салоне автомобиля находилось 7 человек.
Машина мгновенно провалилась под воду, при этом 6 людям удалось покинуть тонущий автомобиль. Одной из жертв стала 11-летняя девочка, тело которой спасатели обнаружили внутри машины после ее извлечения на поверхность. Еще один погибший, мужчина в возрасте около 60 лет, сумел выбраться из воды, но скончался на берегу в 50 метрах от места провала, предположительно от экстремально низкой температуры воздуха. 5 выживших, включая водителя, были экстренно доставлены в ожоговый центр Республиканской больницы номер 2 с тяжелыми обморожениями. По сообщению Минздрава Якутии, 4 пострадавших, 2 женщины и 2 мужчины, находятся в реанимации в тяжелом состоянии. 5-й пациент пребывает в состоянии средней степени тяжести. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть людей. На месте происшествия продолжают работу прокуроры и криминалисты для установления всех обстоятельств случившегося в условиях аномальных якутских морозов. Южная часть аргентинской провинции Ла-Пампа в пятницу подверглась удару мощного шторма, который нанес существенный материальный ущерб городу Хенераль-Сан-Мартин. Несмотря на кратковременность погодного явления и сравнительно небольшое количество выпавших осадков, основной разрушительной силой стали экстремальные порывы ветра. Стихия привела к многочисленным инцидентам по всему населенному пункту. Ураганный ветер валил деревья и деревянные столбы, что повлекло за собой массовые обрывы линий электропередач и временное обесточивание жилых кварталов. В частном секторе чудовищная сила ветра сдвинула с места припаркованный грузовой автомобиль, который протаранил гараж жилого дома и нанес повреждения строению. По официальным данным местных властей, несмотря на серьезность инфраструктурных разрушений, сообщений о пострадавших среди населения города не поступало. Метеорологи предупреждают, что регион остается в зоне риска из-за высокой нестабильности воздушных масс. Друзья, если вы хотите быть в курсе самых важных событий и не пропускать наши выпуски, подпишитесь на канал. Так вы точно не пропустите ничего важного. В пятницу на малайзийский штат Тренгану обрушилась третья волна наводнений, вызванная непрекращающимися проливными дождями в период северо-восточного муссона. Стихия привела к резкому подъему уровня воды и затоплению жилых массивов, что заставило власти начать экстренную эвакуацию населения. По данным секретариата Комитета по управлению стихийными бедствиями штата, к вечеру пятницы в 3 районах – Куала-Тренгану, Дунгун и Куала-Нерус – были открыты первые пункты временного размещения. Особенно тяжелая ситуация сложилась в административном центре штата, городе Куала-Тренгану, где из-за внезапных паводков полиция была вынуждена перекрыть движение по ключевым магистралям. Правоохранительные органы призвали жителей по возможности воздержаться от поездок в центр города до спада воды. К утру субботы количество эвакуированных в штате Тренгану резко возросло до 468 человек, при этом наибольшее число пострадавших зафиксировано в районе Куала-Нерус. Местные жители сообщают, что вода в домах поднялась до уровня пояса всего за несколько часов. Метеорологическая служба Малайзии сохраняет в регионе красный уровень опасности, предупреждая о продолжении экстремальных ливней в штатах Тренгану и Келантан как минимум до 29 декабря. Уровни воды в реках Телемонг, Терсат и Нерус уже превысили критические отметки. Это создает угрозу дальнейшего расширения зоны затопления. Власти призывают граждан, проживающих в низменных районах, сохранять бдительность и незамедлительно следовать инструкциям спасателей в случае начала эвакуации. В Германии был завершен ключевой этап демонтажа одной из самых современных угольных электростанций мира – ТЭС Даттельн-4, расположенной в земле Северной Рейн-Вестфалия. Решение о сносе объекта, который был официально введен в эксплуатацию всего 6 лет назад, стало беспрецедентным случаем в истории европейской энергетики. Строительство этой станции мощностью 1100 мегаватт курировалось правительством Ангелы Меркель и обошлось бюджету и инвесторам более чем в 3 миллиарда евро.
Несмотря на то, что Даттельн-4 считалась флагманом экологически чистой угольной генерации с крайне высоким КПД и сложнейшей системой очистки выбросов, она стала символом политических и юридических баталий. С самого начала реализации проекта экологические активисты и суды указывали на нарушения при планировании площадки вблизи жилых зон, а принятый властями ФРГ закон о полном отказе от угля к 2030 году сделал дальнейшую работу станции невозможной. Процесс сноса начался с демонтажа котельного отделения и градирни. Правительство Олафа Шольца отметило, что уничтожение столь дорогостоящего и нового объекта является вынужденной мерой в рамках жесткого климатического курса Германии, направленного на переход к возобновляемым источникам энергии. Ожидается, что на освободившейся территории будет создан инновационный кластер по производству водорода, однако критики проекта указывают на колоссальные экономические потери и нерациональное использование государственных ресурсов в условиях энергетического кризиса. В субботу самый высокий действующий вулкан Европы, Этна, вступил в сильную фазу неожиданного извержения из северо-восточного кратера. Согласно данным Национального института геофизики и вулканологии Италии, активность начала резко нарастать на рассвете. Из жерла стали подниматься мощные фонтаны раскаленной лавы, достигавшие высоты от 150 до 200 метров. Это событие стало историческим для сицилийского гиганта, так как северо-восточный кратер, являющийся самой высокой точкой вулкана, хранил молчание на протяжении последних 27 лет. Его последнее значимое извержение было зафиксировано в 1998 году. Извержение сопровождалось серией оглушительных взрывов, которые были отчетливо слышны в близлежащих населенных пунктах Лингуаглоссо и Рандаццо. Несмотря на высокую интенсивность выбросов, вулканологи отметили, что активность носила преимущественно стромболианский характер и не представляла прямой угрозы жилым районам или работе международного аэропорта Катании, который продолжил функционировать в штатном режиме. Ученые присвоили Этне желтый уровень авиационной опасности. Ведется непрерывный мониторинг, фиксируются значительные изменения в показателях вулканического дрожания, что указывает на сохранение высокого давления магмы в верхних слоях вулканической системы. К вечеру субботы интенсивность фонтанирования начала постепенно снижаться, однако северо-восточный кратер продолжает выбрасывать плотные облака газа и пепла. В субботу провинция Южный Калимантан на острове Борнео столкнулась с катастрофическим наводнением, вызванным затяжными тропическими ливнями и резким выходом рек из берегов. Эпицентром бедствия стал округ Баланган, где в районе Тебинг-Тинги уровень воды поднялся на критическую высоту, за считанные часы затопив десятки жилых поселений. Масштабы стихии оказались настолько стремительными, что многие жители не успели эвакуироваться и были вынуждены спасаться от прибывающей воды на крышах своих домов и крупногабаритных транспортных средств. По сообщениям местных властей, мощные потоки воды парализовали дорожное сообщение, сделав многие населенные пункты доступными только с помощью лодок. В зоне затопления оказались не только частные жилые постройки, но и общественные здания, в том числе школы и мечети. Региональное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий направило в пострадавшие районы спасательные группы и резиновые лодки для эвакуации заблокированных граждан в пункты временного размещения. Ситуация осложняется продолжающимися осадками, которые препятствуют быстрому спаду уровня воды. К вечеру 27 декабря информации о точных цифрах погибших не поступало, однако спасатели предупреждают о высоком риске возникновения оползней в холмистых районах округа. Власти провинции объявили режим чрезвычайной ситуации в наиболее пострадавших муниципалитетах.
Вчера на одном из самых активных вулканов мира, Мерапи, расположенного на границе провинции Центральная Ява и особого округа Джокьякарта в Индонезии, зафиксировали сход мощного пирокластического потока. По данным Центра исследований и развития технологий геологических катастроф, лавинообразное облако из горячего газа, пепла и обломков горных пород преодолело расстояние около 1500 метров в юго-западном направлении по руслу реки Бебенг. Облако вулканического пепла поднялось над кратером и вызвало пеплопады в близлежащих населенных пунктах. Власти сохраняют на вулкане Мерапи третий уровень опасности, который действует уже продолжительное время. Действует строгий запрет на нахождение в опасной зоне, радиус которой составляет до 7 километров от вершины в юго-западном секторе. Также сохраняется риск возникновения лахаров, которые могут сойти по руслам рек в случае сильных ливней на склонах вулкана. В пятницу на бразильский город Ижуи в штате Риу-Гранди-ду-Сул обрушился сильный шторм, который привел к локальным подтоплениям и нарушению повседневной жизни. По данным местных метеорологических служб, за короткий промежуток времени в городе выпало от 50 до 60 мм осадков. Интенсивность ливней оказалась настолько высокой, что городская система ливневой канализации не смогла справиться с потоком воды. В результате этого улицы Ижуи, особенно в низинных районах, оказались затоплены. Вода скапливалась на проезжей части и тротуарах, значительно затрудняя движение транспорта и пешеходов. Информация о серьезном ущербе или пострадавших не поступала, после прекращения осадков вода постепенно начала сходить. В субботу на Солнце произошел мощный выброс энергии, который стал самым сильным событием на звезде с 8 декабря. Согласно данным ученых, произошла вспышка уровня М5,1, мощность которой составила около 50% от порога высшего балла X. Специалисты отмечают, что текущий всплеск свидетельствует о возобновлении роста солнечной активности, пик которой может прийтись непосредственно на период новогодних праздников. Несмотря на внушительные характеристики события, угроза для жителей Земли на данный момент минимальна. Вероятность возникновения мощных магнитных бурь и ярких полярных сияний в новогоднюю ночь оценивается как крайне низкая. Это связано с тем, что активные центры, в которых происходят взрывы, сейчас значительно удалены от линии Солнце-Земля, поэтому основные потоки солнечной плазмы пройдут мимо нашей планеты. Тем не менее, ученые продолжают вести непрерывный мониторинг, так как по мере вращения Солнца активные области будут постепенно перемещаться в сторону Земли, что может изменить геомагнитный прогноз на первую неделю января 2026 года. В пятницу индийский город Кочи в штате Керала стал центром мирового внимания благодаря уникальному новогоднему дереву, которое своим величием и красотой затмило традиционные рождественские елки по всему миру. Речь идет не об искусственной конструкции, а о реально существующем огромном растении – фикусе, произрастающем в районе Форт Кочи. Местные жители и власти украсили гигантское дерево, превратив его в монументальный символ праздника. На его раскидистой кроне разместили более 1000 различных гирлянд, которые создают завораживающее зрелище в ночное время. Среди сияющей листвы можно рассмотреть традиционные украшения – звезды, разноцветные шары и глиняные колокольчики. Это впечатляющее зрелище привлекло сотни людей, которые собрались на площади Форт Кочи. Жители и туристы отмечают, что это дерево стало ярким примером гармоничного сочетания природы и праздничного творчества, создав уникальную атмосферу в преддверии Нового года и Рождества. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.